Всем привет! С вами Валерия. Добро пожаловать в мой волшебный творческий мир. Сегодня мы с вами будем мастерить суккуленты в кашпо. Если у вас нет желания заморачиваться с изготовлением основы, то можно использовать и готовые покупные кашпо, просто их задекорировав. Для работы понадобится гофрокартон, термопистолет, столярный клей ПВА, любая самозатвердевающая масса, можно использовать как покупную, так и самодельную, проволока, небольшие кусочки коры или какой-то другой подходящий наполнитель, акриловые краски и лак и дополнительные материалы. Более подробный список материалов, как всегда, находится в описании под видео. Из гофрокартона вырезаем 4 одинаковые детали высотой 7,5 см, шириной сверху 7,5 см, в нижней части 6,5 см. Основу я решила оклеить бумажным скотчем, но также можно применить обычную бумагу и клей ПВА. Также можно использовать обычную бумагу и клей ПВА. Для ножек применяем кусочки картона. Далее основу покрываем шпатлевкой, в которую можно добавить немного столярного клея ПВА. Пока сохнет первое кашпо, я решила сделать второе. Но вместо шпатлевки использую разбавленный наполовину водой клей и бумажное полотенце. Также можно применить салфетки. Далее для работы я буду применять массу из рисовой муки и столярного водостойкого клея ПВА. Также в массу можно добавить немного воды. В описании под видео вы найдете ссылку на более подробный мастер-класс по работе с данной массой. Также в работе можно применить любую другую самозатвердевающую массу, как покупную, так и самодельную. Элементы на основу приклеиваем при помощи столярного клея ПВА.
сожалению, видео по лепке лилии у меня куда-то пропало, поэтому я покажу отдельно на листочке. Дополню, что сначала необходимо слепить окантовку со всех 4 сторон, а уже после высыхания приступаем к лепке самих лилий. Все неровности выглаживаем водой. Таким образом оформляем все стороны. Для растения можно использовать холодный фарфор без термической обработки. Для этого в произвольных пропорциях необходимо смешать кукурузный или картофельный крахмал и столярный белый клей ПВА до образования пластичной однородной массы. Можно лепить любые другие цветы на свое усмотрение. Я отдала свое предпочтение именно суккулентам. Для лепки одного цветка понадобится 2 разных оттенка массы. Для внутренних лепестков, то есть для серединки, понадобится масса более темного цвета. Для остальных лепестков масса должна быть более светлого цвета. Для того, чтобы масса приобрела необходимый оттенок, добавляем в нее акриловую или масляную краску. Такие суккуленты можно лепить 2 разными способами. Первый способ – это лепка начиная от середины от мелких лепестков более крупным, или же наоборот начиная от более крупных к мелким. Я покажу вам оба способа лепки. Также растения можно слепить из неокрашенной белой массы, а затем после высыхания окрасить в необходимый цвет. Приклеиваем лепестки при помощи столярного клея ПВА.
Далее, после высыхания краски, покрываем работу несколькими слоями акрилового лака. Покрываем внутреннюю часть темно-коричневой краской, а после ее высыхания приклеиваем кусочки коры. Кору можно приклеивать полимерным клеем или клеем ПВА. Я буду использовать столярный клей ПВА. Итак, наши кашпо готовы. Хочу от всего сердца поблагодарить мою подписчицу Ралдугину Евгению за финансовую поддержку на покупку лечебной смеси Модулен для моей младшей доченьки. Чтобы не быть голословной, я сняла отдельное видео с пояснениями по данной энтеральной смеси, для чего вообще она нам нужна. Я размещу на другом моем канале, ссылочка будет в описании. Буду рада, если мой мастер-класс вам понравится и пригодится. Как всегда, всем вам передаю огромный-преогромный привет. Всех вас крепко-крепко обнимаю, люблю, ценю каждого из вас, каждый комментарий. Желаю всем вам мира, добра, благополучия. Любите и цените друг друга, берегите себя и своих близких. Всем вам крепкого-прикрепкого здоровья, творческого неиссякаемого вдохновения и всего самого-самого волшебно-прекрасного. До новых встреч!